Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео в рамках рубрики «В помощь начинающим» я хочу рассказать и показать вам, как можно бюджетно из подручных материалов самим сделать достойный станок для ткачества бисера. Множество предметов, которые мы с вами используем в быту, это и рамки, и полочки, и упаковочные коробки, и емкости для хранения. Все это может стать удобным станком, который вы долгое время будете использовать в работе. И в этом видео я собрала наиболее удачные варианты таких станков для того, чтобы вы могли выбрать тот вариант, который вам сейчас больше подходит. Каждый из них на протяжении долгого времени использовался и до сих пор используется с успехом моими учениками и доказал свою жизнеспособность. Ну а теперь я предлагаю перейти к делу и подробно рассмотреть каждый из этих вариантов. Первый вариант станков, который я хочу вам показать, это станки на основе вот таких вот пластиковых контейнеров для хранения или крышек от картонных коробок. У меня, в частности, здесь крышка от коробки из-под обуви. Какие лучше всего выбирать по форме и размеру? Итак, прямоугольная форма оптимальна. Можно использовать квадратную форму. Далее, размеры. Короткая сторона от 15 до 20 сантиметров, длинная сторона от 20 до 30 сантиметров. Высота вот этих вот бортиков боковых сторон где-то от 2,5-3 сантиметров до 8-9 сантиметров. Все вот эти контейнеры, они соответствуют этим размерам. И ими можно пользоваться. На вот этом маленьком я хочу вам показать, как набирают нити основы уже непосредственно для того, чтобы начать работу и набирать полотно. Вы берете нитку, ту, которую вы выбрали для основы, для нити основы, привязываете ее конец сбоку и начинаете вот так в круговую набирать нити. Каждый виток последующий вы укладываете сбоку от предыдущего так, чтобы нити располагались на определенном расстоянии друг от друга. Какое расстояние? Это расстояние должно быть таким, какой ширины у вас будет бисеринка, из которой вы будете набирать это полотно. Часто это бывает мелкий бисер, и поэтому вот так близко набрать эти ниточки не всегда получается. Но вы укладываете их на том расстоянии, на каком получается. А затем, когда закрепите второй конец и наберете нужное количество, просто вот здесь с помощью рук выравниваете. Вот. Это можно сделать иголочкой, это можно сделать ноготочками. Вот так аккуратненько их разложить. Здесь у меня большое расстояние. Не очень хорошо получается без иголки. Ну вот, по крайней мере, вот так. Вот. Видите, что я сделала? Дальше вы просто закрепляете скотчем с двух сторон. И вот здесь вот эти протяжки тоже в одном месте, если у вас маленький контейнер, или в двух местах, если он побольше, для того, чтобы случайно эти протяжки во время работы не смахнуть рукой. Все, ваш станок готов, можно набирать бисерное полотно. Это первый вариант. Второй вариант станков – это станки из рамок. Рамки могут быть, как вот здесь у меня, покупные, уже готовые. И рамки можно сделать самостоятельно. Давайте начнем по порядку, с самого простого варианта. У вас есть рамка. Какие к ней предъявляются требования? Она хорошо должна сохранять форму. Неважно, из пластика она будет сделана, или из дерева, из каких-то других материалов. Она должна быть жесткой у вас. Размеры оптимальные. Ну вот 15 на 20 для фотографий, 20 на 30, это все подойдет. Единственное требование – это вот к толщине вот этих планок, из которых набирают рамку. Толщина должна быть не больше 1 сантиметра, если вы будете набирать самым простым способом вот так вот в круговую. Потому что вам придется нижний и верхний слой этих нитей подтягивать вот так, для того, чтобы они образовали единое полотно. Если у вас здесь будет большая толщина, то сделать вам это будет сложно.
Ну и здесь есть выход. Если у вас толщина большая, тогда просто с обратной стороны набиваются или вот вкручиваются шурупы, или набиваются гвоздики, и за них вы цепляете свои ниточки. И они у вас тогда вот здесь единым полотном все на верхней поверхности. Все остальное так же, как и раньше, когда мы с вами использовали контейнеры. Набрали нужное количество нитей, витков, соответственно, вот так вот их аккуратненько подвинули, так как вам нужно, на ту величину, какой бисер вы будете использовать. И дальше закрепили. Тем же скотчем. Нет скотча. Возьмите, пожалуйста, какое-нибудь вот такое вот крепление. Можно просто наклеить кусочек бумажки. Если нельзя ничего клеить, тогда просто вот здесь вот крест-накрест перетяните нитями. Вот и все, что нужно будет сделать для такой готовой рамки. Но бывает, что в доме рамки нет. Но ведь мы же можем ее просто и быстро сделать. Сделать из чего угодно практически. Я вот показываю вам вот такой уже готовый станок. Здесь обычные палочки, шампуры для для шашлыка. 3 палочки. Одну разрезали пополам, 2 другие сделали длинными сторонами. Вот так крест-накрест их закрепили, нитками обычными перемотали и лаком бесцветным или клеем ПВА закрепили, чтобы они здесь держались. Вот эти вот трубочки, они не несут никакой конструктивной здесь нагрузки, они просто сделаны для того, чтобы легче было вот туда вот руку подсовывать, они крутятся, ну, чтобы не сломались вот эти совсем, наверное, тоненькие, я даже не знаю, вот эти вот палочки. Как видите, здесь уже набраны нити, точно так же в круговую набирались нити основы, они подтягивались, потому что здесь толщина совсем небольшая, и вот уже здесь набраны 3 ряда, а здесь просто они разобраны для того, чтобы было удобно работать. Я думаю, вам сейчас вот на сером фоне очень хорошо видно, что рабочая поверхность вот эта ровная, аккуратная и позволяет выполнять достаточно большие изделия. Вот такой вариант. Нет таких палочек. Можно найти в парке или в лесу палочки более или менее ровные. Можно использовать длинные палочки, которые вы нашли, и карандаши для вот этих вот коротких сторон. Что еще можно использовать? Можно использовать линеечки, деревянные, пластиковые. Как их скрепить, пластиковые линейки, между собой? Вы точно так же их накладываете. Горячим шилом делаете вот здесь 2 отверстия в каждом уголочке. И как пуговицу пришиваете к ткани, точно так же сшиваете их между собой. Потом вы сможете эти нитки разрезать и совершенно спокойно использовать эти линеечки дальше, если такое случится. Вот, пожалуйста. Я думаю, что вы посмотрите сами дома, что у вас еще есть. Может быть, это будут спицы вязальные, может быть, это будут какие-то уголки строительные. Их тоже можно 2 уголка собрать вот в такой прямоугольник. И тоже можно использовать для станка. Как видите, вариантов множество. Может быть, вы мне в комментариях что-то еще и подскажете. Но я вам рассказала то, чем обычно пользуемся мы. Итак, вот второй вариант. Еще один вариант станка мы с вами можем сделать из обычной пластиковой упаковки. Казалось бы, она у нас мягкая и не подходит. На самом деле это не так. Смотрите, я по всему периметру плотно проверяю, чтобы у меня закрылась крышка. Вот, это я сделала. Теперь я беру ножницы и дальше буду работать с крышкой. Смотрите. Длинные стороны я срезаю полностью вровень вот с этими ребрышками с одной стороны и с другой стороны. А вот торцевые стороны срезаю немножко иначе. Гладкую часть полностью, а там, где у меня начинаются вот эти вот рубчики, оставляю на высоту примерно 7-10 миллиметров. И вот так прямо срезаю с одной стороны, и потом то же самое делаю с другой стороны. Вот эти выступы надсекаю вертикально. Надсечки делаю на расстоянии 2 мм друг от друга. Зачем они нам нужны?
мы будем с вами в круговую, вот точно так же, как мы это делали до этого, наматывать нитки, и вы будете их пропускать вот в эти надсечки. Они позволят сразу же очень ровно распределиться этим нитям и будут их надежно держать, что очень удобно. Вот такой вот вариант. Я сейчас вам покажу уже готовый вариант. Вот здесь не очень их хорошо видно, потому что прозрачные там отсвечивают нижняя часть ниточек. Вот, пожалуйста, эти нити. Вот все, что сделано. Единственное, что хочу вам сказать, вот здесь, когда вы срежете, у вас все-таки вот эти острые края здесь останутся. Поэтому возьмите два кусочка скотча и вот здесь вот их прикройте, чтобы они не царапали у вас руку. Потому что нам с вами придется подкладывать ладошку и пальцы под нити основы. И чтобы не царапать руку, вот это лучше прикрыть. Вот, как видите, у нас станок готов. Все остальное точно так же. Также их мы распределяем. Закрываем скотчем или какой-то закрепкой, которая у вас есть. И на донышке делаем то же самое. Станок готов, нити набраны, можно начать работать. Но поскольку у нас с вами практически безотходное производство, крышку, которую я срезала, я подрезала по высоте. Вот сюда можно приклеить кусочек фанеры. И сверху ворсистую ткань у вас получится поддон для бисера, с которым вам будет значительно удобнее работать, чем без него. Итак, вот еще один вариант. Еще один замечательный станок можно сделать на основе вот такой вот складной пластиковой полочки. Они продаются в хозяйственных магазинах, в магазинах Fix Price. Стоят очень недорого, и это тоже фактически готовый станок. Поднимаете ножки, фиксируете их вот в этих вот пазах. Вот, а здесь они достаточно жестко фиксируются. И фактически у вас станок готов. Вот видите, с каким усилием я это делаю. Вот мы зафиксировали эти ножки. Можно уже набирать здесь нити. Можно это делать в круговую. Можно останавливаться вот здесь. Здесь небольшая толщина. И можно сразу набирать только через ножки. Можно сделать, если вам нужны длинные ниточки, вот здесь вот зафиксировать эти ножки с помощью скотча, перемотать с одной стороны и с другой стороны и фиксировать уже нить за вот эти протяжки скотча. Но я хочу вам показать такой станок, немножко усовершенствованный. Он станет у вас еще более удобным. Что здесь сделано? Смотрите, скотч. Внутри кусочек жестяной пластины. Она, конечно, закрыта кусочком скотча, чтобы здесь она никого не резала и не порвалась. Вот, поэтому здесь все безопасно. С одной стороны то же самое с другой. Набирая нити, вы вот здесь вот разворачиваетесь и идете назад. Это очень удобно. И еще очень удобно, когда у вас есть пружины. Пружины позволяют вот в этих вот расстояние между витками проложить нити, и у вас будет очень ровное и качественное полотно основы, на котором очень удобно работать. Ну вот эти пружинки у меня были готовы. Это от старой такой лампы. Если они у вас есть, замечательно. Вот если нет, их можно сделать самой. Сейчас я расскажу как. Ну а сначала давайте закончим. Прежде чем фиксировать ножки здесь, одеваются вот эти вот пружины. Смотрите. Затем берется нитка. Или если есть тонкая проволока, и они просто по виткам приматываются. Не обязательно через каждый виток, можно через 3, через 5 витков. Вы примотали и развернули их. Это вот будет у вас рабочая поверхность. И с одной, и с другой стороны. Вот так это выглядит. Вот и все, станок фактически готов. Если такой пружины нет, что делать? Давайте я сейчас покажу. Ну, у вас всегда найдется дома какая-нибудь проволока. По крайней мере, проволока от каких-то календарей или, ну, например, тетради ученических. Вы ее снимаете отсюда, выравниваете, а затем просто на круглую ручку наматываете такую, какую вы хотите, по ширине. А дальше все точно так же. И вот сюда ее одеваете и приматываете. Даже если она у вас получится немножко неровная, это не страшно, все равно она будет очень хорошо держать нитки и распределять и наматывать их вам будет значительно проще. Вот еще такой станок, который вы тоже можете сделать из обычной полочки.
И последний на сегодня вариант станка – это станок, который сделан из картонной коробки. Какие можно использовать? Вот здесь коробка подарочная. Можно использовать почтовые коробки из гофрокартона, коробки из-под обуви, магазинные упаковки от самых разнообразных гаджетов или игрушек. То есть там, где у нас плотный качественный картон, все мы можем использовать для такого станка. Итак, что мы будем делать? Смотрите, берем картонную коробку. Размеры ее я уже называла. Оптимально это 15-20 сантиметров короткие стороны и 20-30 сантиметров длинные. Высота где-то от 3-5 сантиметров до 10. Это вот удобные размеры таких коробок. Или вы, если берете какой-то гофрокартон, то можете сами сделать в нужных вам размерах. Итак, берем коробку, находим длинные стороны, разрезаем их посередине вертикально, а потом идем к боковым коротким сторонам. С одной стороны, то же самое делаем с другой стороны. Дальше берем расчески. Чем больше у вас будет зубчиков, чем длиннее она будет, тем шире полотно вы сможете набрать. Раскладываем с внутренней стороны на коротких сторонах и скотчем закрепляем с одной стороны, вторую расческу с другой стороны. Отгибаем боковые длинные стороны сюда и закрываем расчески с этой стороны. Если здесь получается наложение, значит срезаем его так, чтобы они просто соприкасались. Скотчем закрепили с одной стороны, закрепили с другой стороны. Эта часть у нас с вами готова. Дальше берем ножницы и в середине с помощью ножниц делаем большое отверстие, в которое мы можем с вами вставить верхнюю часть вот от тюбика от зубной пасты. Зачем нам это нужно? Мы, набирая нити основы, можем здесь разворачиваться. Это очень удобная такая вещь. Не нужно никаких шурупов, гвоздей. Все очень быстро и все можно сделать женскими руками. Итак, два таких у нас колечка получается. Понадобится, значит, два старых использованных тюбика. Это самое проблематичное, дождаться второй тюбик. Итак, сделали, закрепили, вставили в отверстие вот сюда, а потом с этой стороны закрутили. Так что я думаю, это вы сделаете, это не проблема. Что у нас осталось? У нас осталось донышко. Берем крышку от этой коробки, вырезаем в размер и вот сюда приклеиваем для того, чтобы донышко у нас было тоже очень прочным. И сверху на него уже наклеиваем ворсистую ткань. Зачем нам с вами это нужно? Смотрите, пожалуйста. Когда вы будете набирать бисерное полотно, очень удобно на этой ворсистой ткани раскладывать бисер. Нитка у нас с вами рабочая будет очень быстро укорачиваться, и когда бисер находится рядом с полотном, это очень удобно работать, и быстрее вы сможете набрать свое полотно. Итак, вот такой вариант. Что здесь делают вот эти трубочки? Они просто здесь являются бортиками. Здесь не было крышки, и поэтому бортик сделали вот из таких вот трубочек. Можно сделать из карандашей, если у вас тоже нет крышки, допустим. Но если крышка есть, то здесь можете просто предусмотреть эти бортики, согнув вот эти вот стороны и оставив их здесь, то есть приклеить просто вот такую вот часть вот этой коробки, если она здесь хорошо помещается. Вот и все, что нужно сделать с этим станком. Все, он готов для работы. Сегодня я показала вам много разных простых вариантов станков, которые может сделать каждый из нас. Ну, конечно, есть и более профессиональные станки, которыми пользуются мастера, и чаще всего они выполняются из древесины. Деревянные станки очень хорошо себя зарекомендовали, ими можно пользоваться десятилетиями. В следующем видео я вам покажу, как сделать 3 варианта таких станков, и вы при желании, если вам понравится эта работа на станке, то вы сможете впоследствии сделать. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал ВКонтакте и Телеграм. Ссылки на них я оставила под этим видео. А я с вами сегодня прощаюсь и всего вам самого доброго.